главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Леонидович Сулюков. Итак, друзья, все готово для начала. Я представляю экипажи, участвующие в первом заезде танкового биатлона 2021 года. На танке зеленого цвета первый экипаж команды Российской Федерации. Командир танка старшина Александр Намсараев. Наводчик-оператор старшина Дашинима Галданов. И механик-водитель рядовой Виктор Хишектуев. Российская Федерация, первый экипаж. На танке желтого цвета первый экипаж Республики Узбекистан. Командир танка старший сержант Жанибек Юлдашев. Наводчик-оператор капитан Ушкин Шамуратов и механик-водитель сержант третьей степени Авазбек Мустафоколов. Узбекистан, первый экипаж. И на левом фланге, на 4-й огневой дорожке, танк красного цвета. Первый экипаж команды Китайской Народной Республики. Командир танка сержант Лао Чинвей. Наводчик-оператор сержант Май Сянин. И механик-водитель старший сержант Лю Фэй. Итак, друзья, экипажи представлены по команде главного судьи конкурса «Танковый биатлон» генерал-майора Александра Глазкова. Экипажи займут позиции в танках. Ну а пока звучит первый горн на танковом биатлоне. Итак, это и есть команда для занятия мест, штатных мест в боевых машинах, танках Т-72Б3, танка тип 96Б. Все танки, все команды, участвующие в танковом биатлоне, принимают участие на танках российского производства. Российская сторона обеспечивает все экипажи в полном объеме танками Т-72Б3, но вместе с тем, в соответствии с правилами конкурса, команда может участвовать на своей технике. Этой возможностью пользуется сборная Китая, приезжает и использует свой танк тип 96Б, схожий по техническим характеристикам с танком Т-72Б3, но немного помощнее. Заявленная мощность 1000 лошадиных сил на танках Т-72Б3 840 лошадиных сил. Также сборная Республики Беларусь выступает на танках Т-72Б3, но уже стоящих на вооружении у своей республики, приезжает с танками и участвует на своей технике. Итак, сейчас буквально несколько секунд, друзья мои, как раз-таки на судейской вышке последние мгновения, инструктаж главного судьи. Первыми стартует сборная Российской Федерации. Первый экипаж, друзья, поддержим нашу команду. Ну что ж, непросто, безусловно, непросто выступать первыми. Нужно задать высочайшую планку. И первое препятствие, которое ждет танкистов на трассе индивидуальной гонки, это участок маневрирования, змейка. Ну, не самое сложное препятствие. Вместе с тем, конечно же, в первую очередь нужно справиться с эмоциями, с нервами, которые, возможно, сейчас присутствуют, как говорится, в организме наших танкистов, да и всех танкистов. Вся страна, весь мир смотрит сейчас и сегодня на танковый биатлон. Проходит сейчас первое препятствие наша сборная. Механик-водитель Виктор Хишектуев справляется с задачей, поднимает белый флаг, полевой арбитр. У каждого препятствия, друзья, размещены полевые арбитры, которые наблюдают за порядком прохождения препятствия, преодоления препятствия. Если препятствие преодолено верно, то полевой арбитр поднимает белый флаг. Если было нарушение, то полевой арбитр поднимает красный флаг. И в этом случае главный судья конкурса отправляет команду на площадку пит-стопа, штрафного времени. Надеемся, что этого не будет ни у одной команды, но вернемся к этому немного позже. Друзья, сейчас загрузка боеприпасов сборной России. Первая огневая задача, которую предстоит выполнять каждому экипажу в индивидуальной гонке, это боевая стрельба из танковой пушки по мишеням номер 12. Мишени имитируют танк противника. Дальность до цели 1600, 1700 и 1800 метров. Итак, загрузка боеприпасов завершена. Ну, молниеносное выполнение этой задачи продемонстрировали наши танкисты. Буквально за считанные секунды загрузили 3 штатных артиллерийских выстрела калибром 125 мм и заняли огневую позицию для ведения стрельбы. Итак, первый выстрел, мишень зеленого цвета, цель поражена. Блестящая работа наша тренерская, наш тренерский штаб сейчас был на экранах. Так, внимание, вторая мишень
в поле, и вот она поднимается. Еще далеко. Что ж, наводчик-оператор ведет поиск цели, и как только цель обнаружена, открывает огонь. И есть цель поражена в самую кромку вниз мишени попадает сейчас наш экипаж. Ну что ж, повнимательнее, нужно прям четко в сердце мишени, в середине мишени попадать. Третья мишень, дальность 1700 метров. Выстрел! Есть цель! Ну что ж, блестящая работа. Первый экипаж. Браво! Браво, парни! Вперед по маршруту трассы конкурса танковый биатлон. Ну что ж, не расслабляться. Впереди еще две огневые задачи. Сборная Узбекистана в это время стартует. Время на секундомере начинает отсчитываться. Для каждой команды отдельный секундомер. Безусловно, у каждой команды свой учетчик. Но мы понимаем, что старт не одновременный. Безусловно, один счетчик быть попросту не может. Итак, преодоление первого препятствия. Змейка в исполнении сборной Узбекистана. Первый экипаж, механик, водитель команды Узбекистана. Довольно-таки опытный военнослужащий, 28 лет, сержант 3-го класса Авазбек Мустафоколов. Проходит с легкостью препятствия. Будет ли поднят белый флаг? Без нарушения преодолено препятствие. И впереди загрузка 3 штатных артиллерийских выстрелов перед выполнением первой огневой задачи. Ну а на экранах наш танк Т-72Б3 преодолел уже препятствие, участок в минно-взрывном заграждении. И вот сейчас вброд. Наводчик-оператор, блестяще справившийся с задачей на экранах. Это Дашинима Галданов. Дашинима 95-го года рождения, уроженец Читинской области, села Куней. Проживает сейчас в Борзе, Забайкальский край. Там и проходит, собственно, службу. По национальности бурят. У нас очень многонациональная команда, друзья мои. Есть и буряты, и русские, и грузины, и украинцы. Ну что ж, безусловно, все парни с одной большой нашей необъятной родины. Загрузили боеприпасы узбекские танкисты. И сейчас по докладу командира танка о завершении загрузки боеприпасов продолжают движение и выходят на первую огневую позицию. Так, останавливается экипаж. Нужно доложить командиру танка. О готовности. Друзья мои, не забываем о том, что уже с прошлого года для первого дивизиона предусмотрены дополнительные боеприпасы. Если экипаж не поражает мишень, вот сейчас как раз таки тот самый момент, друзья мои, недолет. Мы видим, что в брусвер попадает сейчас снаряд. Это говорит о том, что сборной Узбекистана придется использовать еще один, как минимум, дополнительный боеприпас. Итак, вторая мишень в поле. 1700 метров. Повнимательнее. В это же время сборная России проносится мимо кургана славы. Вернемся к ней немного позже, а пока второй выстрел. Есть цель. Ну что ж, собрался наводчик-оператор. Цель поражена. И еще одна мишень будет поднята. Да вот она уже стоит и прекрасно видна на экранах. Мишени соответствующего цвета цвету танка. Цвет был определен накануне на жеребьевке 16 августа. Итак, это недолет. Друзья. Узбекской сборной придется использовать 2 штрафных боеприпаса. И вот как раз таки сейчас экипаж выходит всем составом из танка. Обозначает построение. После этого осуществляет загрузку 2 штатных артиллерийских выстрелов. После этого вновь непораженные мишени будут подняты. Экипаж будет вести по ним огонь. И уже в случае, если используя дополнительные боеприпасы, команда не поражает цели, то придется проходить штрафные круги. 2 штрафных круга на правом-левом фланге. По 500 метров дистанция каждого штрафного круга. Ну, в среднем около минуты тратит время. В повторе мы видим сейчас как раз таки результативные. Единственный результативный выстрел сборной Узбекистана. Первый экипаж справился с одной целью. Команда Китайской Народной Республики отправляется на трассу конкурса. Первый экипаж. Ну что ж, пожелаем удачи сборной Китая. Очень сильная команда. Да, все команды сильные, друзья мои. Большинство команд из 19 в этом году, подчеркиваю, 19 команд. В прошлом году было 16. Все очень подготовлены. Впервые участвует у нас Мали. Но и, тем не менее, малийцы тоже
как говорится, не впервые, потому что сборная Мали, которая будет представлена в конкурсе танковый биатлон, это курсанты, проходящие обучение в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. Итак, выстрел! Есть цель! Есть цель. Узбекистан поражает ту мишень, которая не поддалась, так сказать, и вынудила взять дополнительный артиллерийский выстрел. Так, мишень в поле. Наводчик-оператор Ушкин Шамуратов. Хорошо собрались. Ну что ж, молодцы. Ребята, первый экипаж Узбекистана все же справляется с задачей, пусть с дополнительными боеприпасами. Да, потратили время, но тем не менее штрафных кругов не будет. Продолжает движение по трассе конкурса. Впереди еще 2 огневых задачи у сборной Узбекистана, собственно, как и у каждой команды. Ну а у Китайской Народной Республики загрузка 3 артиллерийских выстрелов. Итак, подсказывает мне сейчас команда Российской Федерации уже загружает боеприпасы в зенитный пулемет «Корт». Я думаю, сейчас нам покажут наших парней, но пока давайте посмотрим на команду Китая. Я думаю, одновременно, да, сейчас одновременно нам покажут и сборную России, и Китая. Команда Российской Федерации загрузила боеприпасы в пулемет «Корт». Стрельбу будет вести наш командир танка Александр Намцараев. Итак, выстрел сборной Китайской Народной Республики. Есть цель. Цель поражена. 1600. Здесь же на экранах справа вы можете видеть мишень номер 25. Вертолет. Это как раз таки та самая мишень, по которой ведется стрельба. Ведут боевую стрельбу из зенитного пулемета «Корт» калибром 12,7 мм командиры танка. Вторая мишень для сборной Китая. Сейчас идет поиск целей. Наводчик-оператор. Мы видим, что осуществляет движение вверх-вниз танковой пушкой. Итак, друзья мои, полевой арбитр сейчас на стрельбе. Есть, друзья мои, команда Китайской Народной Республики. Второй выстрел и мишень поражена. Команда Российской Федерации справляется с задачей по поражению мишени номер 25 вертолет. Друзья мои, при результативной боевой стрельбе срабатывает фаер, но я хотел бы сразу сказать о том, что погода очень сырая. Сегодня ночью шел дождь, и да, случается именно так, что бывает фаер попросту не срабатывает. Вместе с тем, полевой арбитр докладывает, что мишень была поражена, как и у команды Китайской Народной Республики. Сейчас мы видим пробоину в мишени красного цвета. Штрафных боеприпасов и штрафных кругов у команды Китая не будет. Обязательно после каждого заезда весь судейский состав заезда выдвигается на осмотр мишени. Это обязательное условие, прописанное в положении о конкурсе танковый биатлон, в правилах танкового биатлона. И после этого еще раз все убеждаются в результативности, либо наоборот нерезультативности боевой стрельбы. И на заседании судейской коллегии, которая проходит ежедневно здесь на полигоне Алабино, подводятся окончательные итоги. Но в целом, друзья мои, как показывает практика, те результаты, которые мы с вами увидим на экранах по завершению заезда, они остаются и после проведения заседания судейской комиссии. Итак, проносится сейчас экипаж сборной Узбекистана мимо кургана Слава. Давайте посмотрим отсечку по времени. 8 минут 4 секунды у Узбекистана. Отстают от команды Российской Федерации на 4 минуты. Так, на экранах сейчас команда Узбекистана. И вот красный танк сборной Китая проходит сейчас препятствие. Препятствие, скажем, не вызывает особой сложности у наших танкистов, но в целом у всех танкистов. Главная задача здесь не остановиться, правильно выбрать передачу и выбраться на одном дыхании с препятствия вброд. Что пока и успешно получается у экипажа. Команда Российской Федерации, наш зеленый танк, продолжает движение. Прошел курган сейчас экипаж Российской Федерации, а команда Китайской Народной Республики, ну, фактически вслед идет. Но только давайте заметим, что команда Российской Федерации уже завершает второй круг. Ну, мы, собственно, и стартовали первыми.
впереди у нашего экипажа еще одна огневая задача на третьем круге. И вот ограниченный проход. Непростое препятствие, потому что экипаж выходит с глубокого поворота и преодолевает это препятствие, ну, действительно, с такого серьезного виража. И бывает, что механики-водители допускают ошибки, сбивая ограничительные столбы. Напомню, в случае допущения ошибки при преодолении того или иного препятствия, любого из препятствий, экипаж направляется на площадку штрафного времени, где выполняет норматив контрольный осмотр машины, затрачивая на это около 1 минуты. И вот сейчас мы видим, белый флаг поднимает полевой арбитр. Сборная Китая, первый экипаж, справились с препятствием противотанковый ров, как и наша команда проходит сейчас мимо кургана. Слава, друзья, мы давайте поприветствуем нашу сборную, наших ребят. Выступает первое время, 12 минут 41 секунда. 2 круга уже позади у нашего экипажа. В индивидуальной гонке, итак, Китай 6:18 на 53 секунды отстает от сборной России. Друзья мои, какой хороший прыжок. Препятствие это непростое. Нельзя здесь на колейном мосту ни в коем случае сойти с колеи. Буквально несколько сантиметров левее или правее, и танк уже сходит с колеи. И это считается нарушением порядка преодоления препятствий. Впереди гребенка. Впереди гребенка, друзья мои. И вот сейчас, после гребенки, в прошлом году именно здесь находился участок в минно-взрывном заграждении. В соответствии с правилами этого года он переехал перед препятствием вброд. Теперь находится участок в минно-взрывном заграждении. Итак, танк желтого цвета. Узбекская сборная на загрузке боеприпасов. Зенитный пулемет «Корт». Стрельба по мишени номер 25. Итак, ну что ж, при выполнении этой огневой задачи экипаж останавливается, выходит из боевой машины, обозначает построение, потом берет 15 патронов, из них 6 с трассирующими пулями. После этого командир танка докладывает о готовности к стрельбе, и по команде судьи поднимается мишень, имитирующая вертолет противника. Как раз таки зенитный пулемет «Корт», основное его предназначение — борьба с низколетящими воздушными целями, которые и может явиться вертолет. Итак, стрельба, друзья мои. Стрельбу ведет командир танка узбекской команды. Это сержант Женибек Юлдашев, 36-летний, уже довольно-таки опытный военнослужащий, участвует второй раз в танковом биатлоне. Ну, видно, оружие разряжено, докладывает сейчас командир танка сборной Узбекистана, но, к сожалению, не была мишень поражена. Немного ниже взял командир танка, и мишень осталась целой. Так, сборная Китая останавливается на участке загрузки боеприпасов для стрельбы из зенитного пулемета. Вот как раз таки построение обозначает сейчас экипаж команды Китайской Народной Республики. Посмотрите, какая слаженность действий. Главный судья соревнований генерал-майор Глазков назначает 1 штрафной круг сборной Узбекистана. Мишень номер 25 не была поражена. Я думаю, в повторе нам покажут еще раз немного позже стрельбу сборной Узбекистана. А пока докладывает сейчас командир танка о том, что мы готовы открыть огонь. Готовы открыть огонь. Мишень уже в поле. Мишень уже подняли. И вот сейчас стреляет командир танка китайской команды первого экипажа, сержант Лао Чен Вэй. Уроженец города Тэнчун, 26-летний командир танка, впервые участвует в конкурсе «Танковый биатлон». В это же время появляется мишень номер 9. Третья огневая задача для сборной Российской Федерации. Будет вести огонь наш наводчик-оператор. Стрельба ведется из спаренного пулемета калибром 7,62 мм. Ну а пока на экранах командир танка. Есть мишень! Посмотрите, друзья мои, вдребезги! И добивает ее наш наводчик-оператор. Мишени стеклянные, прекрасно видно, когда мишень поражена. Это был старшина Дашинима Галданов, 26 лет, уроженец Читинской области, нашему наводчику-оператору, который прекрасно справился с первой огневой задачей. Стрельба по мишеням номер 12. Ну и, собственно, прекрасная работа. И мишень разбита вдребезги. Мишень номер 9. Команда Китайской Народной Республики заработала 1 штрафной круг в это время. Придется пройти дополнительные 500 метров. А наш экипаж, первый экипаж, выполнил 3 огневые задачи. Теперь вся надежда на механика-водителя. Повнимательней нужно быть сейчас рядовому Виктору Хишектуеву.
Молодой, друзья мои, 22 года Виктору. Впервые участвует в конкурсе танковый биатлон. Да у нас все члены сборной впервые участвуют. Впервые в соответствии с указаниями министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужегетовича Шойгу, обязательно каждый год команда обновляется на 100%. У каждого военнослужащего танкиста есть шанс принять участие в танковом биатлоне. На протяжении года идут отборочные состязания, начиная с воинских частей, бригад танковых, далее дивизия кругов, ну и, собственно говоря, все армейские соревнования как раз-таки определяют сборную Российской Федерации, которая участвует в конкурсе танковый биатлон. Команда Узбекистана. Команда Узбекистана преодолела препятствие участок в минно-взрывном заграждении. Сейчас проходит препятствие Брод. И вот наш танк, экипаж Российской Федерации. Нельзя ни в коем случае допустить ошибку. Повнимательнее, Витя. Вся страна сейчас смотрит на тебя. Хороший результат, друзья мои. Пока у нашей сборной 17:59, 18 минут. И если вернуться ровно на год назад, лучший результат у российской сборной в индивидуальной гонке был 17 минут 47 секунд. Пока это рекорд. Пока это рекорд. Друзья мои, удастся ли какому-то из экипажей нашей команды в этом году показать результат еще лучше, ну, узнаем в течение этой недели. В течение этой недели как раз таки пройдут все заезды индивидуальной гонки, начиная с сегодняшнего дня и до воскресенья включительно. Индивидуальная гонка, друзья мои. Ну, а начиная уже со вторника, с 31 сентября состоятся полуфинальные заезды эстафеты. Но это будет немного позже, пока давайте вернемся на трассу конкурса. Наша команда уже будет завершать, будет через несколько мгновений этот заезд. А команда Китайской Народной Республики набирает очень хорошую скорость. Установлены GPS-трекеры в каждом танке. И мы можем с вами наблюдать в режиме реального времени скорость танка. 71 километр, 72 километра в час, 76 показал экипаж Китайской Народной Республики. Но я напомню, пока рекордом в танковом биатлоне является скорость, установленная нашим экипажем в прошлом году, в 2019 году, 84 километра в час. Итак, друзья мои, команда Китая проходит Брод, а в это время сборная Российской Федерации на финишной прямой, считанные метры. 3, 2, финиш! Первый экипаж российской сборной завершил выступление. 19 минут, 36 минут на экране тренер нашей сборной, майор Ильнар Сагдиев, Восточный военный округ. Еще совсем недавно участник танкового биатлона, первого танкового биатлона 2013 года. Но вот они, наши красавцы, вот они, наши дорогие танкисты. Спасибо, ребята, спасибо за прекрасный заезд. Спасибо за действительно высокую планку, которую вы сумели показать. Восточный военный округ. Старшина Александр Намсараев, командир танка. Механик-водитель рядовой Виктор Хишектуев и наводчик-оператор старшина Дашинева Галданов. Вы молодцы! Вся страна вами гордится. Выполняет воинское приветствие. Конечно же, аплодирует и приветствует сейчас наших ребят. И заместитель министра обороны Российской Федерации, герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Янузбек Балангиревич Евкуров, конечно же, и главнокомандующий сухопутными войсками сегодня здесь поддерживает наших ребят. Генерал армии Олег Леонидович Солюков. Ну и приветствует наши экипажи. Судейская вышка, наши судьи, наши тренеры, главный судья соревнований. Итак, команда Китайской Народной Республики. Возвращаемся на трассу конкурса. Время 14 минут 28 секунд. Отсечка после преодоления второго круга. Остался у китайской сборной еще один огневой рубеж. Еще одна огневая задача – стрельба из спаренного пулемета калибром 7,62 мм по мишени номер 9. Одна мишень, 9-я, поднимается в индивидуальной гонке в соответствии с правилами. Ну а в эстафете, друзья мои, будет намного больше мишеней. Будет 3 мишени 9. Будет еще и мишень противотанковое орудие. И стрельба будет фланговая из танковой пушки. Ну что ж, эстафета, безусловно, ярче, зрелищней, потому что участвуют все экипажи. Но, тем не менее, индивидуальный зачет должен пройти обязательно. В целом, я считаю, друзья мои, зрелищней конкурса танковый биатлон, ну, наверное, нет ни одного вида соревнований в целом.
Огневая мощь, адреналин, который попадает в кровь болельщикам, несравнимый ни с одним видом спорта, друзья мои. Ну, да простят меня спортсмены, но и обсуждая эту тему со многими гостями танкового биатлона, олимпийскими чемпионами, действительно говорят, что это что-то просто невероятное. В 2013 году впервые по инициативе министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужегетовича Шойгу, зародился конкурс танковый биатлон. Здесь, на полигоне Алабино, в нем встречались только лишь 4 команды. Ну а вот в этом году уже 19. И это не предел. Это не предел, я уверен, команды интересуются, приезжают наблюдатели, смотрят нас по всему миру и продолжают участвовать, продолжают пребывать страны-участницы конкурса. В целом в этом году 34 конкурса в 7-х армейских международных игр. Официальное открытие армейских игр состоится уже завтра в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Итак, сборная Узбекистана ведет стрельбу по мишени номер 9. Мишень видна прекрасно, дальность до цели 700 метров. Есть цель! Есть цель! Друзья мои, это был наводчик-оператор сборной Узбекистана, капитан Ушкин Шимуратов. 31 год, не впервые уже участвует в конкурсе танковый биатлон. Болеет и смотрит сейчас за командой, конечно же, весь Узбекистан, но и поддерживает своего любимого мужа, жена Наргиза и дочь Нуржамол. Команда Узбекистана очень хорошие результаты показывает, участвует она третий год, и мы видим, что команда уже в первом дивизионе, начинала со второго, все команды, участвующие впервые, попадают во второй дивизион. Уже третий год все команды конкурса танковый биатлон делятся на 2 дивизиона в соответствии с рейтингом прошлых лет. В этом году в первом дивизионе 11 команд: Россия, Китай, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и Вьетнам. Во втором дивизионе команды Киргизии, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и Мали. Итак, в это время докладывает сейчас командир танка Китайской Народной Республики о том, что оружие разряжено, но мы видим, что мишень цела и невредима. Цела и невредима. Инфографика помогает нам с вами наблюдать за результативностью выполнения огневых задач. Мишень отображается в виде военнослужащего, солдата с ручным противотанковым гранатометом, но остался он цел и невредим. Команда Китайской Народной Республики пройдет штрафной круг. Напомню, 2 штрафных круга, 500 метров длина каждого из них. На какой штрафной круг отправится команда, определяет главный судья соревнований. Нужно быть очень внимательным в плане движения по трассе, ни в коем случае не допустить столкновения, поэтому может случиться так, что экипаж не справился с огневой задачей на левом фланге, а пройдет штрафную дистанцию направо. Такое возможно, безусловно, поэтому будем наблюдать за теми командами, которые доводит экипажем главный судья соревнований. Но сейчас на ближайшем штрафном круге от выполнения как раз таки третьей огневой задачи, с которой не удалось справиться экипажу команды Китайской Народной Республики. А сборная Узбекистана прошла уже препятствие брод. Как раз таки сборная Узбекистана справилась с мишенью номер 9. И сейчас есть даже неплохой шанс вырваться на вторую позицию в этом заезде. Но пока по времени 22 минуты 57 секунд у команды Узбекистана от старта, начиная от старта. У команды Китая 19 минут 17-18 вот уже секунд. Российская Федерация выступила с результатом 19:36, поразив 5 мишеней из 5. Итак, глубокий поворот. Повнимательнее здесь. Повнимательнее. Механику-водителю заносит танки. Напомню, танк Т-72Б3, 46 тонн. Вес этой грозной боевой техники, зарекомендовавший себя как одни из лучших танков, не побоюсь этого слова, мира, друзья. Уралвагонзавод добросовестно выполняет государственный заказ, строит танки, поставляет их в вооруженные силы Российской Федерации, да и в другие страны. Уралвагонзавод – один из крупнейших машиностроительных предприятий в России, призванный лидер мирового танкостроения. И, кстати, друзья мои, в этом году Уралвагонзавод отмечает свое 85-летие. Итак, финиш!
Но на эмоциях Узбекистан перед финишем сносит сейчас ограничительные столбы. И вот он финиш узбекской сборной. Первый экипаж выступил с результатом 24 минуты 16 секунд, поразив 3 мишени из 5. Я напоминаю, друзья мои, в обязательном порядке после заезда весь состав судейской комиссии каждого заезда выдвигается на автомобилях к мишеням и осматривают лично, фотографируют и, собственно говоря, закрывают все спорные моменты, все спорные вопросы, которые только лишь могут появиться. В целом, судейство, который год, никогда не было претензий ни к главным судье соревнований, ни в целом к судьям. От каждой страны судья входит в судейскую комиссию. Друзья мои, поэтому 19 стран, 19 судей от каждого государства, включая Российскую Федерацию. Ну и главный судья соревнований от нашей страны — это начальник управления боевой подготовки сухопутных войск генерал-майор Александр Лосков. Преодолели препятствия, противотанковый ров танкисты Китайской Народной Республики. Поднимает белый флаг, полевой арбитр. И вот финиш. Несколько метров, буквально считанные десятки метров до финиша. И завершение первого заезда. Заезда танкового биатлона 2021 года. Итак, внимание, финиш! Команда Китайской Народной Республики в этом заезде на второй строчке. 21 минута 54 секунды. 3 мишени из 5 были поражены. Российская сборная 19:36. Китай 21:54. Узбекистан 24:16. Ну что ж, браво! Еще раз мы благодарим танкистов первого заезда. Вот как раз таки сейчас на экранах первый экипаж Китайской Народной Республики. Давайте вспомним этих парней. Молодцы. Очень здорово справились с волнением. Показали, продемонстрировали свое мастерство. Командир танка сержант Лао Чен Вэй, наводчик-оператор сержант Май Сянин и механик-водитель старший сержант Лю Фэй. Браво, Китай, браво, Узбекистан и браво, Российская Федерация. Все большие молодцы, друзья мои. Сегодня состоится еще и первый заезд второго дивизиона. Состоится он буквально через несколько мгновений. Через 1 час, подсказывает мне сейчас главный судья соревнований, состоится второй заезд этого дня. Но это первый заезд для второго дивизиона, в котором сойдутся первые экипажи Лаоса, Киргизии, Мали, дебютантов этого года, и Мьянмы. Через час, друзья мои, состоится первый заезд второго дивизиона. Мы с вами только что наблюдали выступление одних из сильнейших команд танкового биатлона: Россия, Китай, Узбекистан. Еще раз время: 19:36 секунд, 81 км в час. Показали лучший результат в скорости команда Российской Федерации. У Китая 76 км в час и 21:54. И Узбекистан 75 км в час. Лучшая скорость и 24 минуты 16 секунд. Время этого заезда. Друзья мои, с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Услышимся уже совсем скоро. Огромное спасибо за внимание. Всем прекрасного настроения. Будьте счастливы, будьте здоровы. Все на танковый биатлон, все на полигон Алабино.